Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья, я сегодня заработалась, много чего сделала, сняла. Кроме того, я вот готовлю еще ритуал, который сейчас сниму. И не только ритуал, а беседу с вами о денежной магии, денежных ритуалах. Но вот лежат мои книги, и как-то внезапно прошлась взглядом. Не могу поверить, что вот такой титанический был труд. И сюда еще не все ритуалы вошли. Не все. Некоторые потерялись там, некоторые по безалаберности не внесли. Собственно говоря, об этом я уже говорила. Но в любом случае, вы знаете, как приятно, когда ты знаешь, что это все твоя работа. Что ни одна живая душа в жизни не скажет, что взят чужой труд. Приятно, конечно. Вот смотрите, для практиков. Чего только здесь нет. Разбить замки, черный отец, белая матерь, закрыть беду на замок, отозвать беса от человека, отпустить душу на покой, защита покровительства ведьмы, волчий клык, чистка дома, очищение от лярв, изгнать зеркальную сущность, ритуал чистка рода, отсечь вампиров, снять заклятие, обращение к Азраилю, переписать судьбу, это на основе древнегрузинских поверий. Если бы я, наверное, столько не изучала, не читала, если бы я не любила столько образования, то, наверняка у меня не было бы столько знаний, столько сведений, столько таких глубоких знаний всего того, что я знаю. И на основе этого всего не было бы создано столько интересных рабочих ритуалов. Друзья мои, каждый из этих ритуалов спас чью-то жизнь. И не одну. И вот вы, когда смотрите список этих всех ритуалов, учтите, что это все спасенные жизни. И не только я это сделала. Это сделали другие практики, которые брали их, эти ритуалы, за основу. Может, свое что-то добавили, может быть. Может, именно мое взяли. В принципе, я для этого и создавала. На самом деле, каждый практик рано или поздно приходит к тому, что создает свои ритуалы. Может быть, издает их, может, не издает, может, просто для себя их делает, для своего развития или для своих работ. Но в любом случае, каждый мастер приходит к тому, что создает ритуалы. И не я одна так делаю, собственно говоря. Однако для этого нужно потратить много сил, времени. И вы знаете, когда есть готовый материал, когда есть все объяснено там, когда все это очень доступно, очень легко, очень понятно и очень рабочий, это очень большой вклад в дело магии. Дорогие друзья, можно издать 50 книг, в которых ничего нет, а можно издать несколько штук, которые просто бесценны. Я еще раз говорила, повторюсь, цель практика не в множестве книг и всяких побрякушках. Цель практика – это помощь людям. Это сильные вещи, которые он создает на века, которые будут жить после него, которые действительно реально будут помогать и простому человеку, и ведьме, и колдуну. Вот в чем наша цель. А книги я еще раз напомню, что они издаются только для того, чтобы был факт. Во-первых, для того, чтобы были они под рукой у людей, как помощь. Во-вторых, для того, чтобы был факт твоего авторства, потому что мы живем такое бессовестное время, когда просто берут, переделывают. Вот, например, ритуал с иглой и с... Ну, я жду книги, я тогда вам объясню, не буду так в воздухе стрелять. Не раз и не два видела свои ритуалы там.
Обращение к Фемиде. Много вы знаете таких ритуалов обращения к Фемиде. Кошун, к богине Сехмет для силы. Обращение к богине Кали Шакти. Мольба к Гекате. Обращение к Мамоне для богатства. Обращение к лесным богам, лесным духам. Обнови жизнь Кали. Заморози беду рунами. Хозяйки судьбы для блага. Обращение к Нике для победы. Вызвать дух камней. Воззвание богини Дурге. Призыв сила рода для помощи. Обмануть гороскоп. Обращение к Люциферу. Закрепить результат практику. Ведьмины хитрости. Кукла-оберег-стражник. Драконы-стражи. Подчинить время ведьме. Вославить богов. Приумножить силу. Просить всевидение у мертвых. Защита через демоническую рать. Царь воронов, барикапка, жар птица, усилить себя, дары смерти. Вызвать кошмар в сон врага, печать Мары. Навязать свою волю. Разгромить и разорить организацию. Вот это очень сильная штука. Наказание врагов. Порча через зеркала. Ритуал мести. Отнять дом у врага. Приворот Вуду и прочее, прочее. Очень много чего. Создать вражеский круг, открытие перекрестков, отнятие разумов у врага, порча через сердце животного. Это все титанический труд. Друзья мои, это даже не половина моих архивов. Это даже не 10-я часть. У меня очень много созданного, очень много замыслов, очень много чего еще, которые когда-нибудь, надеюсь, превратятся тоже в книги. Первый опыт был очень неприятный, конечно. Всеми силами мешали, всеми силами палки в колеса вставляли, но за это очень жестко расплатились и расплачиваются. Это начало. Второе. Ритуалы для всех. На самом деле, у кого есть книги, и те, которые переписывали эти ритуалы, они и так их знают. Просто, знаете, вот приятно посмотреть еще раз и понять, осознать, что это создано через меня, мной, дано мне. Ритуал «Вернись живым». Это очень нужная вещь, отличная вещь для людей, которые работают в таких структурах опасных. Может быть, милиция, ОМОН, спецназ, или воюют где-то, или, может быть, у них особая жизнь, полна всяких там трудностей. К любому человеку можно применить. Это может делать мать, жена, сестра, дочь, кто угодно. Вызвать музу очень помогает, когда вдохновение пропадает. Повернуть судьбу к себе, это очень сильно, это очень сильная вещь, да. Венчать себя с удачей. К фортуне для фарта. Он уже переведен на несколько языков: испанский, английский. Спросить у мертвых. Призыв силы океана. Чтобы сосватали, отличная вещь. Несколько раз делала. Один раз я даже сказала, что человек за меня просто так заплатил в магазине. В принципе, мне знаки внимания были всю жизнь, но это было очень неожиданно, потому что я не ждала, что она так быстро на меня сработает, потому что у меня энергия очень тяжелая. Что я могу сказать? Я хочу еще раз сказать спасибо девочкам, которые набирали текст, людям, которые в меня верили, которые знали, что когда-нибудь эти книги родятся. И я вам честно-пречестно сказала, что есть в этих книгах определенные ошибки и, к сожалению, допущенные редакции, которые было как-то пофигу, как что сделать, да ладно. Но в любом случае эти книги для людей, которые их получили, стали бесценным каким-то путеводителем в жизни. Друзья мои, это труд. И это труд очень многих лет моей жизни. И теперь это уже и ваше, не только мое, потому что я вам отдала.
И все мои труды, ритуалы, все они вначале были подарены вам. Подарены полностью, все это есть в интернете, все это есть. А после только были изданы. Честно, я не знаю таких ведьм, колдунов, которые все это дарят вначале, а потом говорят, хотите, возьмите книгу, пусть у вас будет дома. Я не знаю таких. Не скажу, что я там самый лучший и не знаю что. Нет, ну просто в любом случае я таких не знаю, я не встречала. Как правило, это все под фанфары, под видом, там, не знаю, салютами, с праздником сопровождается это все, а потом оказывается, что там внутри-то особо и нету того, что восхвалялось. Я просто человек честный. Я изначально показываю человеку, что он приобретает, что есть. Это все человек видит, читает, изучает, может переписать себе, может нет. Вы знаете, мне кажется, так лучше жить и спокойнее, и правильнее, и достойнее. Потому что ты знаешь, что ты изначально открыт для людей. Обсуждается в форумах все, что угодно. Люди дружат, обмениваются адресами, отправляют друг другу подарки, значит, там какие-то советы дают и прочее, прочее. Ну, почему бы нет? Мы же не гестапо, мы же не на зоне, извините меня. Паханов тут нет. Ну, что это за манера вот это все скрывать, закрывать, переживать? Если есть там работа, если есть действительно реальная сила, да, то зачем это все скрывать? Наоборот, это вызывает восхищение и радость. Мне приятно, что люди этим пользуются и говорят, это все работает, это отлично работает. Кто-то говорит, у меня нет возможности приобрести книгу, я переписала, и на самом же деле самый главный ритуал, правильно, а не книга. Многим были подарены они. Ну, что я могу сказать? Самое главное занятие ведьмы – это колдовство. А книги и прочее – это уже второстепенно. Это тоже нужно, конечно, важная вещь, потому что если ты автор, ты понимаешь, что все, это твое. Понимаете, ну, в любом случае ты ревностно относишься к своему труду. Очень неприятно, говорю, встречать свои ритуалы, причем иногда не сможешь доказать, потому что переделано. Много чего переделано, но ты видишь, что основа-то твоя, это твоя работа. Это очень обидно. Именно поэтому ты берешь и, значит, издаешь. После этого, конечно, воровать намного тяжелее становится. Но в любом случае, вот цель этого всего. А основное занятие ведьмы – это колдовство. Когда же ведьма успеет написать там 20-30 книг за месяц, скажите мне, пожалуйста, а когда она работает? А когда она делами занимается, а когда она жертвует богам, а когда она приходит на поклон, а когда она откупается, а когда она усиливается, когда? Вот если она по 20-50 книг выпускает, ну, извините меня. Тут есть именитые мастера, которые за свою жизнь одно таро только выпустили. Кроули вам в пример. Но работают так, что, извиняйте, это мои любимые таро, кстати говоря. Хотя я говорю еще раз, ясновидение. Если нету, таро не поможет. Но в любом случае, они мне помогают. Если мне нужно какой-то вопрос пересмотреть, я для себя смотрю именно Кроули. Так он создал одни карты и больше ничего. Не, ну кроме книг, я имею в виду, что нет у него миллион таро. Зачем оно нужно? Вот эти тысячи разновидностей таро. Таро котов, таро гномов, таро эльфов, не знаю, таро пусиков, мусиков. Вот смысл во всем этом. Сила должна быть. Мастер создает, когда он уже состоялся, когда уже признание народа есть. Вы знаете, самое сильное признание – это признание народа. Любовь ты не купишь. Любовь нужно заслужить. И как бы ты себя ни величала, народ тебя назовет именно так, как ты этого стоишь. Я вот сижу просто и думаю, ой, а сколько мне было предложений, если бы вы знали, во всяких там салонах работать, во всяких передачах выступать. Те, которые пустозвоны, наверное, сидят и думают,
Ну ты не в себе, нам бы такое предложили. А зачем это надо? Видите, вы сегодня все высмеиваете и эти передачи, и эти бесконечные всякие салоны и прочее. Вы смеетесь над этим всем, вы знаете, кто там есть, истинное лицо этих людей. Вы представляете, если бы я там была, как бы я запачкала свое имя и не отмылась бы годами. Поэтому говорю, что прежде чем что-то делать, надо 100 раз подумать, а надо ли тебе это вообще. Эти бесконечные битвы, эти все эти дурацкие программы. К чему? Зачем они нужны? Неужели, если ты человек силы, тебя и так не узнают? Конечно, узнают еще как. Проходу не дадут. Спасибо. Спасибо всем, кто очень хотел выпуск моих книг. Вот мы сейчас готовим вторую книгу с Яной. Никак... То есть она у меня в основном занимается дизайном, она отличный художник. И вот никак не найду время закончить. Уже уже все собрала, уже все это исправили, все, что есть. По сути, не то, что я сейчас пишу эту книгу. Эти книги есть, они у меня в архивах моих. Их просто надо улучшить, поработать над ними всего-то. Но вот ни в какую. Сегодня, завтра, послезавтра. И тянется это. Ну, надеюсь, что скоро закончится. Потом, знаете, отвлекают же в сторону, постоянно отвлекают. И время отнимают, и силы отнимают на это все. Да, отвлекаемся, конечно, есть такое дело. Но я считаю, что правильно, надо иногда по зубам бить людям, которые открывают грязные форумы на тебя, которые про тебя говорят гадости. Надо иногда по роже бить, согласна? Ну, нельзя молчать. Если ты молчишь, значит, ты согласна с этим всем, и это неправильно. Ну, в любом случае, как видите, я успеваю вам еще и дарить ритуалы. Вот завтра собираюсь поехать. Опять за атрибутами определенными заказала. Кое-что хочу сделать. Я же вам не все показываю, дорогие друзья. Я же не все ритуалы, не все, что можно показывать. То есть не все, что возможно показывать. Потому что есть вещи, которые для вас, скажем, неприемлемы для вашей психики. Зачем вам это видеть? Зачем это все знать? Есть определенные силы, только произносить имя которых уже нехорошо и чревато для человеческой судьбы. Вам этого не надо. Я как-нибудь издам книгу только для практиков. Там будут совсем другие ритуалы, те, которые вы не видели. Потому что то, что я показываю, это еще приемлемо видеть и знать. Вы даже не представляете, насколько быстро магия работает. Это настолько быстро работает, просто невероятно быстро. Мне очень жаль, что последние годы выискалось столько всего, что очень сильно испортили, испоганили имя настоящих. И вот в этом всем мракобесии иногда трудно разглядеть. Понимаете? Но ничего страшного, все поправимо, все ставится на свои места рано или поздно. Спасибо, друзья, за вот этот труд со мной вместе. И до сих пор трудятся девочки, и до сих пор переписывают и набирают текст моих всех заговоров и ритуалов, и моих бесед и прочее. Это огромная работа, потому что если бы надеяться на меня, то я, может быть, не нашла бы времени столько всего, все это передать в бумаге. Это отчасти, не отчасти, а очень в основном это их заслуга. И спасибо им большое. Я надеюсь, что эти силы их отблагодарят за то, что они увековечили просто эти работы. Вот. Столько бесценного в мир людей, которые будут им служить. Вы знаете, мне иногда кажется, что когда меня не будет в этом мире, эти ритуалы будут жить. У вас в семье будут, в вашей жизни будут, они будут жить. Еще, может, много веков. Может, когда-нибудь мир будет вспоминать, что была такая ведьма, которая дарила народу надежду.
Больше никак не назову. Надежду на то, что возможно жить и жить счастливо. Такая вот жесткая, грубая иногда, которая иногда ставила на место, давала пинка, но не лживая. Это самое главное. Вы знаете, я вам скажу словами Библии, да? Враг сладкими словами приводит тебя к бездне, а друг горькими словами отводит от беды. Знание самое главное, друзья мои, знания. Знания вытаскивают нас из самых страшных передряг. А знания определенных слов, знания определенных заговоров могут вообще спасти жизнь, могут помочь, могут вытянуть из какой-то необъяснимой ситуации. Это тоже знание. Это знание, которое силы передали через меня вам. Это тоже знания, которые очень важны, которые способны менять вашу жизнь. Я благодарна судьбе, что я не соблазнилась на большие деньги, на дешевую славу, на быстрый взлет. Не соблазнилась и не испачкала свое имя, свою честь. Что я очень медленно, очень тяжело, очень трудно, пройдя сквозь много-много адов, шла сама, окровавив себя и в любом случае очень многое потеряв, где-то даже оставаясь получеловеком, но в любом случае сама ползла и сама заслужила то, что у меня есть. Я действительно горжусь этим, что ни один человек мне не скажет: да я вот ее привел, я собрал народ, я создал сайт, я сделал то, я рекламировал ее. Ни одна живая душа не скажет, никто и никогда. Я даже у своих родных не просила никогда помощи, потому что я считаю, что в этой жизни никто мне не обязан ничем. Если я беру какие-то марафоны, если я себе ставлю высокие цели, я сама должна этого достигнуть. Никто мне не обязан помогать или делать. И я действительно благодарна своим родителям за такое воспитание, что мы никогда с сестрой не знаете, не соблазнялись дешевизной, чтобы быстрее идти вперед. Она врач. Она тоже очень трудно шла. Абсолютно одна. Точно, как и я. Находясь в Москве. Шла сама вперед. И все, что у нее есть в жизни, тоже добито своим трудом. Она развивалась, она училась, она получала дополнительное образование, она работала в 2-3 местах, разрываясь, чтобы создать что-нибудь для своего ребенка. И создала, и дом создала, и все, что угодно создала. Может, национальный менталитет, что мы не позволяли лишнего, что мы держали себя строго. Я рада, что я не соблазнилась, знаете, быть любовницей, содержанкой богатого человека. Я не соблазнилась какие-то аферы влезть, какие-то мошеннические схемы влезать. Не соблазнилась, хотя это был намного легкий путь. Но не захотела и правильно сделала. Мой трезвый разум говорил: не нужно, иди сама, иди трудно, но иди сама. И это хорошо, это правильно. Я не говорю, что меня все любят. Конечно, есть люди, может быть, которые меня не любят, и наверняка есть такие люди. Но в любом случае, если из 100 человек 80 тебя любят и уважают, этого достаточно. Мой жесткий характер, может быть, иногда, знаете, пугает, иногда отталкивает, но я не стараюсь никому нравиться. Я не рубль, чтобы всем нравиться. Я просто была сама собой, какая есть. И самое главное, я верю в то, что я делаю. Я верю в эти силы, и они верят в меня.
Я им очень благодарна. Они меня вытягивали из таких трудностей, что просто не передать словами. Мало кто этот ад мог бы пройти и выдержать. Так что тот, кто прошел такое, для них все остальное это мелочи жизни. Спасибо, друзья мои. Я действительно очень благодарна, потому что я это еще раз посмотрела трезвым взглядом на свои книги и поняла, что это мой труд. Просто я привыкла, что они уже есть, они уже как бы уходят. Вот еще хочу издать тираж немножко другого типа. Много чего еще, но это самые любимые книги. Почему? Потому что они первые. Как первый ребенок, как первая любовь, не знаю, первые. Это результат твоего труда. Все остальное очень важно, но это первое. Я всех благодарю и, самое главное, благодарю свою судьбу за все. И хорошее, и плохое, и страшное. Это все сделало из меня ту, кем я и являюсь. Из-за друзей, из-за врагов, за все. Реально, правда. Если бы мне предложили по новой начать свою жизнь, я бы все прошла, все, что я прошла, я бы прошла еще раз. Я ни о чем не жалею. Абсолютно ни о чем. Я не привыкла жалеть. Во мне уже давным-давно нет ни страха, ни сожаления, ни ужаса. Мне не за что стыдиться в этой жизни. Ошибок много наделала, много ошибок, но подлости никаких. Вот это единственное, в чем я могу поклясться, что подлости в моей жизни не было совершено. И я рада этому. Всех благодарю.